И не попытались ли вы решить ту задачу, которую нужно было вам решить на самом деле в реальном мире? Да, так получилось, но это было не совсем сразу. Дело в том, что когда я начал рассуждать по поводу вот окружающего мира и моего воздействия на этот окружающий мир, то я не сразу заметил одно обстоятельство, что вдруг перестало существовать время и пространство. Это было неожиданно для меня, что вдруг как-то потерялось, и мне было немножечко непонятно, где она потерялась, из какого такого момента. Я мысленно вернулся в исходную точку своих рассуждений, оказался в той же самой трубе, и я понял, что дело в том, что при том характере расширенного сознания, которое имеет место там, существует принципиальная возможность видеть все события не в трехмерном каком-то, а в многомерном, многоплановом таком ракурсе. И вот при рассмотрении явлений вот в таком ракурсе оказывается, что с введением многомерности теряется и пространство, и время, потому что время присутствует одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и оно присутствует, вот так сказать, сразу все, и нельзя сказать, что мы находимся вот в данной конкретной точке. То есть оно не сопряжено с каким-то определенным фактом? С определенным фактом. И тут мне пришла в голову следующая такая мысль. Вот то, чем я там занимался, это было связано с тем пространством, которое имело место там. А нельзя ли в сферу рассмотрения еще ввести какой-то элемент из моей прошлой жизни? Ну, например, можно ли увидеть мой сломанный телевизор, который сломался накануне буквально? Вот, ну, сказано, сделано. Оказалось, что да, можно. Телевизор мой там появился. И каким же вы его увидели? В первый момент я увидел его телевизор точно таким же, как видел обычно. Но это буквально был первый миг, потому что сразу же, кроме вот этого видимого образа этого телевизора, появилась информация, связанная, глобальная информация с этим телевизором, связанная с этим телевизором. И как он был задуман, и как он был сконструирован, и как он был разработан, и на какой оснастке изготовлялся, и какие там были у него параметры. То есть опять полифоническое сознание возникло? Полифоническое сознание, где опять же отсутствовало время как таковое, потому что в процессе создания вот этого телевизора, который я вот вызвал, как раз находилась вот вся глубина пространственно-временная, которая относилась к этому телевизору. И вот сам, собственно, телевизор, как мы его обычно, вот, так сказать, представляем и видим, он занимал исключительно скромное такое место. Я хотел на него, смотрел, не хотел, я на него не обращал внимания, но я просто хочу сказать, что вот это вот видение проблем во всей своей глобальности, когда видно все причины и следствия, непрослеживаемые сплошь и рядом вот в этом вот мире, там они вдруг выступают, и это вообще дает удивительное осознание происходящего и всех явлений, которые связаны с рассматриваемым вопросом. То есть, поскольку вы касаетесь анализа реальных процессов, это ваше сознание обладает этим свойством, анализируя реальность фактически. Но вот откуда я получаю информацию? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Вот. Но факт заключается в том, что в принципе такая информация имеется, что она может быть представлена, она может быть осмыслена, и те вещи, которые кажутся случайными где-то при каких-то обстоятельствах, то там они выглядят совершенно не случайно. И вы поняли, как и сломался из-за чего? Да, Т-315 транзистор из блока разверток. Вот он выскочил. Вышел из строя. Понятно. И когда я потом вернулся в так оно и было. Так оно и было, и телевизор у меня заработал. То есть фактически вы вернули в реальности то, что... Да, совершенно верно. Так это все и происходило. Значит, еще одной, особенности, которая имела место там, было следующее, что вот само информационное взаимодействие между мной,
и как бы окружающим миром. Поначалу мне казалось, что речь идет о моем собственном мышлении, что вот я задаю мысленно сам себе вопрос, я нахожу какой-то ответ, и мне кажется, что это результат хорошо работающего моего сознания и только, но со временем я начинаю понимать, что я получаю информацию, которая выходит за пределы когда бы то ни было осознаваемых каких-то явлений. То есть, по сути дела, тот мир, который меня там окружал, он снабжает меня информацией на заданную тему в том виде, который меня это интересует. Скажите, пожалуйста, а вы пытались еще, кроме телевизионной задачи, решить какую-то другую задачу техническую, которую вы решали реально? Да, такая задача была мною решена. Вот, в частности, у себя на работе наш коллектив, и я в том числе, бились около 2 лет над решением одной научно-технической задачи, которая была исключительно сложна в силу своей многокомпонентности и сложности, просто структурной сложности. И никак было не уловить то решение, которое было бы удовлетворительно для конкретной вот задачи. И просто интересу ради, хотя я не рассчитывал вернуться обратно уже, я поставил перед собой такую задачу. А можно ли вообще рассмотреть хотя бы такую задачу? Пожалуйста. Она у меня встала перед глазами вся целиком и полностью. Опять же, в такой полифонии? Опять же, в такой полифонии. Сразу было видно и понятно все взаимосвязи, все без исключения, все особенности. И был получен тот самый результат, который... То есть алгоритм решения практически найден. Да, алгоритм решения. И вот сам-то по себе результат, он очень довольно-таки простой, но не просто его получение. Ага. Вот. Но, во всяком случае, по получению этого результата я на следующий день в своей рабочей тетрадке у себя на работе совершенно спокойненько записал все. И руководство удивилось. Ну, так сказать, она, может быть, и не очень удивилась, потому что посчитала, что это в порядке вещей, но я удивился, потому что характер получения такой информации был очень специфичный. Значит, по существу говоря, вы действительно проводили научные исследования, потому что, с одной стороны, вы оперировали реальными объектами, телевизор, ваша задача. С другой стороны, вы опробовали ту систему, которую вы в свое время в полетах в реальных, да, наяву, так сказать. И более того, вот я только вскользь упомянул, но дело в том, что там образовалась некая интеллектуальная система, где был даже не один субъект, который предоставлял даже мне, так. а 2. Вторым субъектом был я, но я был ограниченных возможностей субъект. А вся система представляла собой как субъект неограниченных возможностей. И получалось так, что в этой интеллектуальной системе был ведущий субъект и ведомый.